Ну что, всем привет! С вами Виня, и сегодня мы с вами снова поговорим о нарциссах. Я надеюсь, что хороший звук, хорошее видео, картинка хорошая, мне видно, звук, надеюсь, что тоже хороший. Оставьте, пожалуйста, свои комментарии, если звук не очень. В следующих видео я постараюсь устранить эту проблему. И сегодня мы поговорим о таком феномене, о такой интересной манипуляции, которую нарциссы и психопаты тоже используют, и называется она забота. Честно, девочки, которые не видели заботы в детстве от родителей, у которых особенно не было отца, и он там не отвозил, не забирал, денег не давал, там, завтраки не готовил, для них, даже когда им дверь открывают, им кажется, что этот человек их уже любит, что вот она, любовь. Поэтому, конечно же, нарциссу очень выгодно использовать что-то покрупнее, чем открыть дверь, чтобы захомутать свою жертву и сделать ее зависимой от него. И я вам сегодня расскажу в том числе свои примеры с заботой, как это было, как это на самом деле, то это не та забота, которую вы хотите получить на самом деле. Поэтому не покупайтесь на это, просто бегите от него, если он не ок. И это заметно обычно с первых свиданий. Итак, буду рассказывать сразу на своем примере, сразу буду это комментировать, сразу будем разбирать это все по полочкам. Значит, познакомилась я с мужчиной на сайте знакомств, который сразу предложил мне ужин. Ну, то есть даже ни привет, ни как дела, ни как зовут, ничего не спросил. У меня сразу написал сходу, что я предлагаю встретиться за ужином. И так как на тот момент большинство мужчин были ни о чем и писали привет, как дела, ну что, пойдем прогуляемся в парке, я подумала, вот это поступок, вот это мужчина. И честно, когда я шла с ним навстречу, я думала, что вот он, мужчина моей мечты, я сейчас просто с ним встречусь, и все остальные ухажеры пошли они на, потому что они там что-то непонятное воду мутят. И вот, наконец-то, я обрету свое счастье. И когда мы с ним встретились, причем он согласился за мной заехать. Ехать ему нужно было с другого конца города, чтобы вы понимали, это около часа езды на машине. Я такая думаю, ну, наверное, точно заинтересован, ладно. Он мне предложил конкретное место, сказал его любимое. Я такая думаю, ну прям все слишком хорошо, чтобы быть правда. А я еще в тот день была такая не очень при марафете, потому что я вышла на самом деле просто в супермаркет. Ну, мне там далековато идти нужно было, то есть где-то час я себе взяла, чтобы сходить медленно, не спеша, пешком в одну сторону, там походить, выбирать обратно. То есть у меня была такая прогулка на целый вечер. И я была просто тепло одета, то есть я была просто в водолазке, в лосинах и в пуховике, совершенно, по-моему, без макияжа. И я такая думаю, ну, была не была, ладно уж, как выгляжу, так выгляжу. Думаю, для первого свидания сильно выряжаться тоже не надо. И когда он подъехал, вот тут-то мне все стало ясно, потому что я просто выхожу, и стоит человек, который не очень выглядит, прям на моем фоне, и то он очень плохо выглядел. То есть я выигрывала на его фоне. То есть он выглядит прям откровенно плохо, вот знаете, так, будто бы это какой-то слесарь, который только что вылез из-под машины, который там целый день гайки крутил, и он такой какой-то не очень чистый, не очень опрятный, непонятно, что какой-то. Он не то чтобы был грязный, вот, но он был так одет и как-то и короче, я прям застыла на месте. И он говорит: "Вот, пожалуйста, присаживайся в машину". Открывает мне дверь машины, а машина, ну, просто тоже вот такая же. То есть как будто бы вот где-то в гараже с друзьями они в ней сидят, бухают. Эта машина уже битая, перебитая, тертая, перетертая, какая-то непонятная абсолютно. Ну, то есть видно, что она старая, раздолбанная, не очень хорошо в ней пахнет. И я прям вот так застыла и такая думаю: "Он серьезно мне предлагает в неё сесть?" Я прям поколебалась несколько минут, и я прям хотела сказать, что типа: "Да нет, я пойду пешком". Или: "Да нет, не надо, я передумала, не хочу ужин". Но так как я девочка воспитанная,
И посылать людей при первой встрече, не принято было в моей семье, потому что он же пока еще ничего плохого мне не сделал, наоборот, тут как бы старается же. Приехал за мной, на ужин меня везет. И я так прям прям вот так вот уселась в эту машину, скрипя зубами. Еду и понимаю, что это прям капец какой-то. И тут, он садится за руль, и так как мы ещё не были знакомы совсем, и я говорю, ну, там, нам далеко ехать? Он говорит, ну, в центр, там, минут 20-30. А, говорит, но я предлагаю не разговаривать, пока мы едем, потому что я, не могу разговаривать за рулем, я отвлекаюсь, мне нужно следить за дорогой. Я говорю, а ты что, только недавно сел за руль? А, он говорит, нет, у меня 20 лет стажа. Ну, чтобы вы понимали, человек, у которого 20 лет стажа, он, ну, в моем представлении, я как бы много с кем ездила в машине, я сама не умею водить, но я видела, как водят другие мужчины и женщины в том числе. Ну ладно, женщины, они мультифункциональны. И, значит, я думаю, в смысле, ну серьезно? Такая, ладно, говорю, я пока там выложу сторис в Инстаграме, мне как раз надо написать текст. Вот, и я себе в телефоне, он все равно пытается что-то говорить, и чтобы вы понимали, реально, как будто бы человек, ну, не знаю, вчера сел за руль, то есть он в этот руль двумя руками, вот так вот в это, как, знаете, у меня мама один раз шутила, мы ехали с очень лихим таким таксистом, мы еще ехали там в Донецкой области по полям, там же война и все дела. Ну, короче, там такая сложная дорога сама по себе, и таксист был просто, просто оторванный. И мама смеялась, что это вот то ощущение, как будто бы обезьяна с гранатой. Ну, то есть никогда не знаешь, что произойдет в следующий момент, что он просто это кольцо может, да, из гранаты обезьяна может кольцо вытащить, и все, мы все взлетим на воздух. Ну, то есть ты сидишь как на иголках, потому что ты не знаешь, что произойдет в следующий момент с этим человеком. И вот я себя почувствовала именно вот так. То есть он как на поворотах, он этот руль прям так вот поворачивал, прям вот так вот паниковал. Я ему говорю: "Ты что, не часто ездишь по городу? Там он не знает каких-то поворотов, например, каких-то знаков". Он говорит: "Да нет, тут просто новый знак". Я думаю, говорю: "А ты недавно в Одессе?" "Я в Одессе недавно". Он говорит: "Нет, 20 лет". Типа, серьезно? Ты 20 лет за рулем в Одессе, ты не знаешь города? Просто я знаю, как ездят по городу мужчины, которые давно там живут и давно у них машина. И это не вот так. Мне это показалось странным вот тогда сразу, потому что это было, ну, то есть мне прям было небезопасно с ним. Ну, это было даже уже не смешно. Но мало того, что машина, ну, реально не очень хорошая, так еще и вот такое экстремальное вождение. Ну ладно, что уж там. Дальше, мы приезжаем в ресторан, который он выбрал. И это значит какой-то ресторан а-ля грузинской кухни, там какие-то хачапури и хинкали. И я такая думаю, да, как для первого он такой какой-то очень бюджетный, ну, не знаю, на вид он такой был. А, такое все какое-то деревянное, в коричневых тонах. Мне показалось, что заведение какое-то не очень. Ну, вообще хинкальня, в принципе, это больше как, какой-то генделик, кто поймет это слово, чем ресторан, в смысле такой элитный, куда можно с девушкой прийти на первое свидание. Ну, то есть мне бы хотелось либо в какую-то там атмосферную кофейню, где можно так тихонечко посидеть, красиво попить кофеек, поболтать. А, ну, либо какой-то ресторан, ну, хорошего уровня. А это было как забегаловка какая-то. И я такая думаю: ладно". Ну, бывший муж, знаете, у меня тоже, любил пить, кофе растворимый в ларьке с пластикового прозрачного стаканчика. И когда он мне предлагал сделать это вместе, я отказывалась всегда. Для него это было нормой. Они с друзьями, типа, так всегда время проводили. Они поехали, типа, на киоск, взяли, этот кофе в стаканчике и пьют. И для них это было ок. А для меня это как бы было странно. Вот. Значит, приехали мы, и первое, я помню, что я подумала, что я с этим человеком больше не пойду никуда и никогда.
И все мои мечты, фантазии об идеальном мужчине сразу развеялись. Но он был настойчив, он стал меня дальше куда-то приглашать, причем типа: давай вот туда", какие-то конкретные там прям предложения выдвигал. И я такая думаю: "Ну ладно, пусть ухаживает, как бы, ну, я уже своего воды сделала, пусть дальше ухаживает". Но дальше события начали развиваться каким-то совершенно странным образом. Знаете почему? Потому что, каким-то образом я стала замечать, что просто согласившись с ним выпить кофе, я просто теряю весь день. Как-то это так происходит, что вот я его жду, сначала сижу час, пока он за мной заедет. Он постоянно опаздывал. Постоянно он как будто бы с другого города ехал. А, Постоянно он там то в пробках, то еще где-то. То есть я говорю, там, мне к такому-то времени желательно быть дома. И хорошо, если это просто, да, мое пожелание. Но были случаи, когда, например, то есть была там, например, холостячка, да, я ее хотела посмотреть. Я говорю: пожалуйста, вот к этому времени мне нужно быть дома. И время как-то так пролетало, что, типа, мы ничего не успели толком сделать, типа, выпили кофе, там, зашли в какой-то магазин, уже, опа, 7 часов, и мы уже опаздываем. И я постоянно тоже опаздывала, и как-то так он вроде что-то делал, и как-то так, ну, типа, сильно старался, там, то продуктов мне купит, то там еще что-то, то он в ресторане говорит: заказывай все, что хочешь. Очень соблазнительно. Заказывай все, что хочешь. А, ну и типа я реально заказывала, и он так платил, не глядя. Я думаю, ну, наверное, у человека есть деньги. Я спросила, какой у него бизнес. Он мне рассказал, мне показалось, что что-то там не очень серьезное. Но он сказал, что у него там приличный заработок, назвал сумму. А, я думаю, ну, на эту сумму, в принципе, можно в ресторане платить там 500 гривен, 600 гривен, там, я не знаю, 1000. Не, окей, да. Вот. Но вот так вот, сначала, во-первых, я начала ощущать, как будто теряю время, как будто он, даже не я теряю время, как будто он даже крадет мое время, как будто он пытается сделать все так, чтобы побыть со мной как бы подольше. И это как бы вроде хорошо, да, что мужчина хочет с вами побольше провести времени, но я стала это чувствовать прям, как будто он забирает у меня мое время, мое личное время, что у меня нет времени даже там дома помыть посуду или там поубирать. И я как будто бы вот постоянно в какой-то нехватке. Вот я начала ощущать именно по времени. А дальше, с вот этими всеми опозданиями я несколько раз опоздала на работу. Причем по его вине, потому что он меня приехал, забрал. Я говорю: мне нужно к такому-то за 3 где-то часа или за 4 часа, я не помню, за 5 часов. То есть я предупреждаю, что или там завтра утром мне в такое-то время надо быть там у ноутбука, да, дома, мне надо провести занятия. И я так несколько раз подряд э, опоздала благодаря ему. И через неделю мне просто перестали давать проекты. Это была наемная работа, и там нужно было подавать заявку, и тебя как бы либо одобряют, либо нет. И мне стали постоянно отказывать. И я думаю, да что ж такое? И у меня настолько стало минимальное количество работы, что, честно, для меня, ну, то есть я ему об этом сказала. И он говорит: ой-ой-ой, это из-за меня, ну ладно, я тебе там дам денег за квартиру заплатить, раз уж это. А как бы основную сумму, которую я зарабатывала, я именно платила за квартиру. То есть это было там самое важное. И я ж такая думаю, ну ладно, ладно, окей. Потом, значит, он вызвался, мне нужно было поехать в Киев. И он говорит: я тебя отвезу. Я думаю, ну блин, ну это ж вообще кайфово. У него своя машина, я себе спокойно посплю, в дороге приеду туда свеженько. Это намного удобнее, чем на Блаблакаре ехать или чем на автобусе. Мгм, конечно. Забота. Мужчина отвезет. И смотрите, как это все произошло. Он-то приехал, и он-то поехал в Киев. Но по дороге он начал очень сильно паниковать. Плюс мы попали почему-то в аварию, но не в аварию, мы увидели аварию, и там, ну, с летальным исходом очень некрасивая картина была.
Вот. Я еще думаю, очень странно, я редко попадаю на какие-то такие события. Я думаю, почему именно с этим человеком я попадаю на вот такую картинку? Он начал мне рассказывать, как, если что, группироваться, как пристегиваться, еще какие-то по технике безопасности начал мне штуки рассказывать. Ам, В общем, короче говоря, мы ехали ночью. Мне было не то, что не до сна, он меня вымотал так, вот своими нервами, как будто бы я 3 дня отработала на заводе где-то. Он начал, вот с вот этим вождением, представьте. То есть оказалось, что он никогда не выезжал за город, и он вообще не умеет по трассе ездить, ну, межгород. Я думаю: "Да, Господи, ты и по городу-то не умеешь ездить, не то что вот, межгород". И он начал умолять меня помочь ему, поддержать его, там, и я просто понимала, что просто, чтобы не разбиться, мне надо, следить за дорогой и просто не спать, не расслабляться, чтобы просто, блин, доехать домой живой. И вот после этого я просто ну, то есть это вот была для меня на тот момент, контрольная точка, я просто перестала с ним общаться. Почему? Потому что я поняла, что, ну, как бы это становится уже это уже не смешно, это уже небезопасно. И вот опять же, смотрите, то есть покупает продукты, возит в кафе, там, кормит, да, покупай все, что хочешь, заказывай все, что хочешь. Тебе надо поехать, я тебя отвезу. Он это делает, да, но как он это делает? И какой ценой мне достается эта забота? То есть мне было бы намного эмоционально, энергетически и финансово даже, наверное, дешевле сделать это самой, ну, либо кого-то другого попросить, я не знаю. И, я просто перестаю с ней общаться, причем я объясняю, что вот так и вот так мне не подходит, я так не привыкла, я чувствую себя очень некомфортно, я чувствую, скажем, да, себя, не в безопасности, даже в опасности. Ну, как бы, сори, но я не буду с тобой никуда ездить, ни в рестораны, ни в кафе, никуда. Вот. И он, проходит там 2-3 дня, и он как сумасшедший начинает мне: "Ой, прости, извини", там, начинает мне написывать, начинает еще куда-то меня звать, то есть начинает такой типа: "Все понял, осознал, давай я исправлюсь". Мы знакомы были, ну, я не знаю, пару недель на тот момент. Ну, то есть не 5 лет. Я думаю, ладно, человек раз так старается, значит, заинтересован, надо дать шанс мужчине. К этому времени у меня пропадают все другие ухажеры. Причем, ну, не то чтобы по его вине, ну, то есть не то, что он взял там мой телефон и всем написал там, не звоните ей больше, но как-то так само сложилось, что просто все люди, с которыми я общалась, сори, они просто отвалились. И я такая думаю, странно, почему я осталась общаться только с ним. Ну, то есть он остался единственным человеком, с которым я общалась, куда-то вообще как-то ездила. Я не знаю, как нарциссы это делают. То есть я же говорю, на уровне действий он не делал ничего. То есть он не ходил и никому не писал, чтобы они там со мной больше не общались. То же самое там насчет опозданий. Он не то чтобы там специально стоял там под подъездом, чтобы опоздать. Нет, оно как-то само происходило. Но дело в том, что я думаю, что у него внутреннее намерение на это было. И поэтому это происходило. Возможно, так, я не знаю. Вот, в итоге, да, действительно, он мне дает денег на квартиру, потому что я осталась без работы благодаря ему. А, Я думаю, ладно, окей, ставлю условие, что я не буду ездить на его машине, только такси. И я замечаю, что когда я вызываю такси себе куда-то ехать, и он, ну, не знает об этом, ну, то есть с ним я не контактирую, машина приезжает за 2 минуты, хорошая машина, хороший водитель, я спокойно доезжаю. Как только он мне вызывает такси, ну, либо я вызываю себе, чтобы к нему ехать, да, там, и он платит, например, я не по 20 минут просто не могу найти машину, цены все там в 2 раза выше. Приезжает какой-то хач, или какой-то вообще непонятный водитель, какой-то бомж, на какой-то непонятной раздолбанной машине. Мы тоже вот так вот как-то едем, что я не могу ни кофе попить по дороге, ни там, ни сторис снять, ничего. И вот я приезжаю.
Я просто эту закономерность отследила. Я думаю: "Да что такое? Да почему это происходит?" И вроде как я сказала насчет такси, человек сказал: "Да, да, хорошо, если тебе так удобнее, давай, я не буду за тобой заезжать, ты будешь ездить на такси". Но он, тем не менее, каждый раз все равно, пытался мои границы пощупать и предлагал, что: "Может, все таки я тебя отвезу? Я знаю, что ты хочешь такси, но мне было бы приятно, если б я тебя отвез на своей машине". Плюс я заметила, что после встреч с этим человеком у меня перманентно, каждый раз у меня болела голова. То есть я прихожу вечером домой, и у меня болит голова, и она долго не проходит. А, в общем, прошел какой-то период, и, опять вот это все как бы меня уже начало утомлять, причем я говорила о своих чувствах. Знаете, как учат на женских тренингах, нужно говорить о своих чувствах, и мужчина тогда исходя из ваших чувств, будет свое поведение менять. Но это люди, которые абсолютно не чувствуют, не слышат фидбэка. То есть они даже когда вы говорите о своих чувствах, они вас не понимают, они не воспринимают ваши чувства. То есть я ему говорю, что я устала, мне тяжело, у меня болит голова после тебя, меня раздражает там, твоя машина, я не могу там, ездить вот так и вот так. Я не могу вообще так жить, мне вот это не подходит. Бесполезно абсолютно. Он: "Да, да, 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 я тебя понимаю, да, это что, я, наверное? Ой, это, наверное, я вот так вот как-то там это, ой-ой-ой, ай-яй-яй". И делает все то же самое опять. Кому я говорила, зачем? И причем каждый раз еще, знаете, какая есть манипуляция очень хитрая? Каждый раз, человек говорит: "Ну, если вдруг мы с тобой расстанемся, то я к тебе все равно буду хорошо относиться. Но если вдруг у нас с тобой не сложится, и ты чувствуешь, как будто у тебя есть, вот эта опция уйти, то есть не быть должной человеку, там, строить с ним отношения, да, что если что-то тебе не понравится, ты можешь уйти. Но по факту фигушки, ты куда-то уйдешь. Как только ты уйдешь, он тебя задолбает, чтобы ты вышла с ним на связь опять". И таким образом ты расслабляешься и думаешь: "Ну ладно, еще чуть-чуть там потерплю, я же в любой момент могу уйти". Просто когда человек, например, ставит какие-то жесткие рамки, что вот я хочу там, не знаю, жениться на тебе, детей от тебя, то, как бы, я думаю, есть смысл, там в первую неделю сказать: "Ой, нет, я не вижу тебя в роли моего мужа, там, я вижу, ты настроен серьезно, давай не будем продолжать". А тут ты как бы чувствуешь, что ты никому ничего не должна, за тобой как бы ухаживают, можно принимать эти ухаживания, причем, ну, как бы женщина может годами их принимать, да, а, вот, но в итоге какие-то попытки, где-то что-то, мне поднести, подвести, купить продуктов, занести, что-то заказать, что-то там организовать. В итоге он начал как-то проникать в мой дом, хотя я против того, чтобы мужчины приходили ко мне домой. Вообще не очень люблю посторонних людей у себя дома. Но в итоге он как бы уже знал, там, как у меня замок закрывается, где у меня там какие счетчики, где что, где там свет, где интернет и так далее. И вот сейчас я понимаю, что, опять же, через заботу, типа: "Давай я тебе пакеты донесу, давай там, давай я тебе купим продукты домой". И, ну, соответственно, он там эти огромные пакеты, не я ж их тащу, то есть он мне их приносит, да. Там: "Давай тебе домой там закажем воду". Давай там то-то, то-то, давай то-то, то-то. И в итоге, я поняла, что я сама не заметила, как этот человек просто проник ко мне в дом, хотя мы там знакомы на тот момент там месяц, да. И я думаю: какого черта? Какого черта это происходит? Я была против всегда, чтобы кто-то был у меня дома. А, и когда, я еще несколько раз завела разговор о том, что, ам как бы я так дальше не могу, а я, чтобы вы понимали, в принципе, уже как будто бы по обеспечению этого человека, потому что работы у меня, ну да, вот как там через 2 недели нашего знакомства, да, как не было, так как бы она и не появилась за пару недель. Плюс, настолько постоянно что-то где-то куда-то там, ну, я же говорю, мы с ним там встречаемся, не знаю, на кофе, у меня целый день все ушел.
А на следующий день, кстати, я начала замечать, что после встречи с ним я вообще день, 2 или даже 3 дня я вообще не могу встать с кровати. Я просто настолько испытываю какое-то бессилие, что я просто целый день сплю и не могу встать. И когда в очередной раз он предложил, вернее, я попросила даже, да, я попросила провести мне диагностику. У него там есть аппарат, который может там, провести диагностику здоровья. И как бы мне нужна была эта диагностика, но я, честно, очень не хотела. И он говорит, это неудобно делать где-то, это только дома. Это я должен приехать к тебе домой. Я думаю, твою мать, опять ко мне домой. Я просто ненавижу, когда ты приходишь ко мне домой. И я понимала, что, с одной стороны, я хочу диагностику, с другой стороны, я не хочу, чтобы опять, ну, то есть как-то так получалось, что он чуть ли не каждый день был у меня дома, и меня это ужасно напрягало. И все разговоры о том, то есть я прямо говорила, что я не люблю гостей у себя дома, я не люблю, когда ко мне кто-то приходит, мне некомфортно, когда у меня дома посторонние люди, и когда это сильно часто происходит. Он, да, я понимаю, да, ой, я, наверное, тебя так напрягаю, когда я к тебе прихожу, и все равно приходил. Ну, то есть человек абсолютно непробиваемый. И когда ночью я легла спать, то есть мы договорились насчет этой диагностики, я ложусь спать, и я понимаю, что я просто не могу уснуть от того напряжения, которое я испытываю, от просто мысли о том, что завтра этот человек опять придет ко мне домой, мне опять надо просто, ну, на улице это еще не так напрягает, но на нейтральной территории, то есть вы там встретились, все равно там соблюдаются границы. А когда человек приходит к тебе домой, это вот как он к тебе в душу залазит, то есть настолько вот нарушаются границы, и чтобы это вытерпеть, это вот прям нужны какие-то сверхусилия. И плюс я испытывала каждый раз перед встречей с ним какой-то страх непонятный. Прям вот панический такой, вот знаете, как, не знаю, как вот перед встречей с каким-то маньяком или убийцей, ну вот что-то такое. И когда я не смогла уснуть до утра, испытывая вот эти все чувства, я думаю, какого черта? Вообще, неужели эта диагностика этого стоит? Ну, вот этих всех моих нервов и вот этого моего напряжения и моих просто бессонных ночей. И я думаю, ладно, я завтра с ним поговорю. А потом я понимаю, что я завтра с ним поговорю, и это опять будет угу, и он будет опять делать по-своему все. И он опять через 2 дня, как ни в чем не бывало, мне напишет, ну что, встретимся? Ну что, пойдем туда-то? Ну что, давай там то-то, то-то сделаем? Ну, то есть человек полностью отбитый на голову. Ты ему говоришь, он не воспринимает абсолютно обратную связь. То есть он на своей волне вот так вот, и он не видит, не слышит других людей абсолютно. И это проблема, потому что он, грубо говоря, он так вас и убить может, понимаете? То есть он долбит свое, и как вы это воспринимаете, в принципе, неважно. И когда я поняла, что разговор не поможет, потому что я уже разговаривала несколько раз за месяц, мы всего, то есть месяц знакомы, там 1,5, может. Ну, недолго, это не 5 лет, понимаете. И ну, и хотелось бы просто как-то дистанцироваться, как-то, я не знаю, если бы, например, он не был таким навязчивым, да, и если бы мы виделись там а-ля там, раз в месяц, например, то, возможно, я бы могла его выдержать, и он бы меня не так сильно напрягал. Но на самом деле такие люди токсичные, с ними сложно потом с ними сложно встретиться даже раз в месяц. То есть он настолько ядовитый, да, он настолько едкий, он настолько вас разъедает, он настолько вас пожирает, что вы думаете, ну его нафиг, раз в месяц с ним встречусь, а потом там буду 2 недели отходить. Лучше, лучше уж как-то обойдусь. И получается, что я просто решила выбрать самый эффективный способ, да, с нарциссами, в принципе, да, у нас есть 2 способа. Есть игнор, то есть он пишет сообщения, вы их видите, вы их читаете, но вы на них не отвечаете. Есть второй способ, это блок, когда вы блокируете, и вы
Не читайте всех сообщений, которые приходят. Для него это выглядит, в принципе, одинаково, да, потому что, но он, по крайней мере, не видит, что вы там, да, как в первом случае, что вы прочитали сообщение. И я поняла, что игнор уже не поможет, я его уже пробовала, что нужно просто брать и блокировать, и все. И я думаю, ну, мы договорились с ним, конечно, встретиться, но мы с ним примерно наметили время, да. Он же утром, ну, то есть я думаю так вот, адекватный человек утром позвонит, напишет, я не отвечу, и он просто не поедет. Ну, правильно, логично. То есть я вот если пишу человеку, мы там с тобой договорились встретиться, что там, как там, человек просто не отвечает. Ну, значит, либо что-то там у него произошло, либо он спит, если это утро, либо, возможно, приболел, либо поменялись планы, либо куда-то уехал, либо родители неожиданно нагрянули. Ну, не знаю, ну мало ли что там произошло. Но это означает, что, наверное, что-то не получается у человека, значит, я не поеду. Ну, в крайнем случае, я думала, что даже если он приедет, ну, например, он будет по пути, да, и он заедет, и он там, например, позвонит мне, и я не отвечу, или позвонит мне в дверь, да, я не отвечу. И он просто там оставит, если он там что-то мне купил, оставит под дверью, либо у консьержа, и все, и уйдет, и поедет домой. Но нет, но нет. И вот здесь, вот в таких ситуациях стрессовых, мне кажется, вот эти все расстройства особенно ярко проявляются. Потому что здесь я поняла, что я имею дело не просто с нарциссом, который не обладает эмпатией, а тут уже как бы чуть посложнее. Тут уже дело я имею с психопатом, скорее всего. Потому что его поступки были неадекватны реальности. Он, не получив моего ответа, все равно приехал. И вы думаете, что он просто, ну, там, он пошел, и я просто, мне приходили уведомления с моей карточки не банковской, а там скидочная, у меня есть карта. То есть он пошел в магазине, купил там то, что мне надо. Это, конечно, похвально, смотрите, забота. Купил то, что мне надо. Мне пришли сообщения, что там моя карта скидочная, да, была использована. Ну, бонусная карта в магазинах. Я такая думаю, ладно, окей, я надеюсь, что он просто оставит это под дверью и уйдет, либо оставит на ресепшене. У нас есть, у нас частная территория, охраняется закрытый двор, но каким-то образом он постоянно проходит. Я уже жалею, что я до этого с ним проходила, и как бы его уже, видимо, в лицо запомнили или что. И значит, дальше все происходит вообще гениально. Он начинает кидать мне камни в окно. И я думаю, вот тут я думаю, ты что, вообще больной? А если окно разобьется, или, я не знаю, останутся там какие-то сколы? Ну, наверное, ну, судя по всему, да, не останутся, раз там, наверное, сопротивляемость стекла высокая. Но тем не менее, я думаю, ну, типа, в смысле, что такого происходит, чтобы надо было кидать камни мне в окно? Ну, окей, мы договорились встретиться, но точно не назначили время. Мы примерно, да, прикинули. Я утром не ответила, значит, ну, я сплю, либо я не хочу отвечать. Я передумала, я уехала. Ну, в крайнем случае, даже если я дома, я просто не хочу. Дальше он начал орать, стоять во дворе, чтобы вы понимали. Частная территория, как бы хороший двор, и он просто стоит под окном и орет. И вот здесь я просто, ну, то есть по-другому не сказать. Потому что я думаю, какого черта ты это делаешь? Зачем? То есть если и суть в том, что он не хотел позаботиться обо мне. Смотрите, позаботиться — это пойти купить в магазине то, что мне надо, и оставить. А я тогда буду идти, проснусь, там, я не знаю, захочу, я пойду и заберу это, и скажу спасибо. Он не хотел позаботиться обо мне. Он хотел вывести меня на контакт, потому что я отказалась контактировать. Чтобы, зачем это делают нарциссы? Выводят на контакт, на эмоции, чтобы
как бы попить вашей крови, да, чтобы получить энергетическую вот эту подзарядку. То есть им нужна эмоция, им нужна реакция ваша. А, и вот здесь я начала испытывать уже даже страх, потому что его поведение было настолько неадекватным, и я думаю, боже, ну, охранники, что они не подойдут, ничего не скажут ему, ну, типа, это ок, что он стоит и кидает камни в окна. Дальше он, значит, пришел под мою дверь и начал тарабанить. Причем у меня есть вход в тамбур, а потом, ну, вторая дверь. Он кто-то заходил из соседей, он зашел в тамбур, и он сел под мою дверь уже, ну, которая непосредственно в квартиру, и начал тарабанить. И я такая думаю, ну, а я понимаю, что как бы сейчас даже просто сказать ему, там, ну, надо же как-то объяснить, сказать, я не хочу, там, например, с тобой видеться. Он спросит, почему. Надо будет объяснить, почему. Обычно он начинал плакать сразу. Ну, когда я говорила, что я не хочу больше видеться, потому что мне очень сложно эмоционально это выносить. Мне очень тяжело, у меня потом болит голова, я потом плохо себя чувствую, мне это не подходит. Вот эта вся суета, вот это опасное вождение, вот эта потеря времени, опоздание постоянно, мне это все не нравится, я не хочу так. И он начинал просто сразу плакать, чтобы вы понимали. Ну, адекватность реакции на расставание с человеком, с которым ты месяц знаком, месяц, плакать. Даже когда тот парень, посмотрите мое предыдущее видео, поцеловался с девушкой в клубе на моих глазах, я не плакала. Да, я разозлилась, ну, потому что какого черта ты меня взял тогда с собой, еще уговаривал прийти с тобой. Но я не плакала. И даже домой пришла, я тоже не плакала. Я просто поржала с этого, и все. И, кстати, уже сейчас я вообще не испытываю никаких чувств по этому поводу. То есть он бы, скорее всего, начал плакать. И я понимала, что утро, я хочу просто, бляха, сесть и попить свой кофе. Выходной день. Я просто хочу понаслаждаться солнышком. Я хочу включить фильмы, посмотреть. То есть я хочу просто спокойствия. И вот эти вот истерики, слезы, я вот этого не хочу. И, значит, что он дальше стал делать? Он сел под мою дверь, и пока я тут занималась какими-то делами, ну, там, не громко, да, там, пока я застилала постель, умывалась, там, переодевалась, делала зарядку, это все не особо слышно было. Там успела сделать я кофеечек себе, сидела себе, кушала. А потом у меня остыл кофе, я его решила подогреть в микроволновке, и он услышал, видимо, звук микроволновки и пошел и выключил мне свет ну, в этом, в счетчике. Я думаю, ты что, вообще придурок? Зачем ты это делаешь? А если это, ну, не моя микроволновка у соседей, да, там, ну, не очень понятно по звуку, это эта стенка там или соседняя, ну, то есть там разница, там, не знаю, 10 сантиметров, 15, да. И я такая думаю, блин, почему? Вот тоже, казалось бы, частный комплекс, вход по ключам, никто посторонний зайти не может. Мне курьер привозит воду, то есть все видят, что человек с водой, ну, на машине с водой. И он мне звонит и говорит, позвоните, пожалуйста, чтобы меня пропустили, потому что меня не пропускают. То есть понятно, что он не приехал просто кому-то стучать в дверь. Он привез воду, то есть он с водой. А тут какой-то непонятный человек, и его пустили еще в подъезд, у него нет ключа. И я думаю, блин, что делает охрана в этот момент? И вот тут я уже прям разозлилась, я звоню на охрану и говорю, пожалуйста, у меня под дверью какой-то человек, пожалуйста, его ликвидируйте, потому что я его не приглашала к себе домой, а он как бы тарабанит мне в дверь. И он, значит, мне перезванивает охранник и говорит, а этот человек нам показал все переписки с вами, что он с вами знаком. Я думаю, что? В смысле, во-первых, каким образом тебе это поможет? Ну вот, тебя попросили выйти, то есть сказали, молодой человек, вы здесь не живете, у вас ключа нет, покажите, нет у вас ключа от дома? Нет. Значит, пожалуйста, покиньте территорию. Нам не звонили, не сообщали, что вы придете в гости. Да, обычно даже в гости, когда кто-то приходит, надо звонить и сообщать, что ко мне в гости придет такой-то человек в такое-то время, пожалуйста, пропустите в такую-то квартиру. И его тогда пропускают.
А он, значит, взял и показал переписки. Ну, окей. От того, что ты показал переписки, тебе разрешат продолжить стоять и тарабанить в дверь? Ну нет, ну потому что, ну, тебя сегодня не ждали. В любом случае, хоть переписки, хоть не переписки, сегодня в гости тебя не приглашали. Даже он говорит, он даже показал, что типа сегодня вы должны были в такое-то время встретиться. Я говорю, но эта встреча не подтвердилась. Ну, типа, да, был такой договор, но я передумала, я сегодня не жду никого в гости. Ну вот окей, да, ты показал сообщение, что мы договаривались встретиться. Ну что, охранник откроет дверь или постучит мне и скажет, все, отпустите этого человека, у него же сообщение. Но нет, ну, встреча не подтвердилась, значит, сегодня тебя не ждали. Зачем? Ну, то есть эти переписки никаким образом ситуацию не решают, то есть все равно его попросят уйти, верно? Потому что правило есть правило. Тем более я позвонила, да, и как бы пожаловалась. Он показал, значит, все переписки, показал, как он заплатил за мою квартиру, потому что он действительно за нее заплатил, и я объяснила, почему. И я такая думаю, вот это вообще капец. Ну, то есть человек, мало того, что нарушает мои границы, так он еще и нашу переписку, как бы личную, показал просто постороннему вообще человеку, левому. А, и, и я в этой ситуации еще дура, понимаете? Это вот то, что делают нарциссы. Они пытаются вас, то есть вашу репутацию максимально испортить, максимально выставить вас в дурном свете, максимально выставить вас какой-то дурой, какой-то сумасшедшей. И мне охранник перезванивает и говорит, девушка, вы мне расскажите вообще, что происходит? Понимаете? Хотя у меня как бы ключ, да, то есть я живу в этой квартире, и он мне говорит, что вообще происходит, вы мне расскажите, потому что мне типа человек показал скрины оплаты за квартиру, переписку с вами, что вы его ждете, и я говорю, ну вот сегодня не жду. И поэтому, видите, даже частный комплекс не уберегает вас от идиотов, к сожалению. И в этом случае, то есть у меня сразу появляется еще одно правило, теперь я не то, что не пускаю мужчин домой, я теперь, наверное, буду ходить сама пешком от ближайшего угла и не буду никому давать свой адрес и ну, показывать, где конкретно я живу, или ну, хотя бы там, ну, я не знаю, максимум это подъезд. Потому что на первом этаже, там, где ресепшн, там, где консьерж, ну, там не консьерж, там как охрана больше, там стоит диванчик специально для ожидающих. И там, ну, люди, когда пришли к кому-то и ждут, они там сидят себе там в телефоне. Ну, то есть, если ты ждал меня, хотел дождаться, пока я проснусь, приду, не знаю, ну, сел бы там на диванчик и посидел. Зачем сидеть у меня под дверью в тамбуре и выключать мне свет еще при этом, тарабанить в дверь и орать? То есть, ну, соседи, наверное, подумали тоже, что я вообще, что я какая-то шизанутая. Вот. То есть вот что делают, понимаете, нарциссы. Вот как проявляется забота. И самое интересное, все, что он мне купил, он же с охранником разговаривал, он же мог сказать, что типа, ну, тогда передай, вот я ей купила, она мне вот дверь там не открывает, я не знаю, может, она там спит, уехала, ушла, вот передайте ей, пожалуйста, а то я ей купил, типа, вот поэтому я пришел. Но это адекватный будет человек. Он мне ничего не оставил вообще. То есть все, что он купил, он забрал это с собой. То есть ему не нужно было позаботиться обо мне, понимаете, купить мне там что-то, что мне нужно. А его суть была встретиться со мной, потому что ему нужна подпитка, ему нужно покушать, получить от меня энергию, получить от меня эмоции, а не позаботиться обо мне и сделать мне что-то приятное. Еще раз расскажу историю, уже рассказывала в эфире в Инстаграме, что идеальное, адекватное отношение мужчины, на мой взгляд, это вот история девушки, модели из Одессы. Она рассказывала, как она с парнем познакомилась. Он ей просто начал присылать анонимно букеты и подарки. Ну, не знаю, какие конкретно, я не сильно там углублялась, но какие-то, в общем, подарочки и букеты. Причем букеты, чтобы вы понимали, не одна роза, там букеты ого-го. И целый месяц через день она постоянно получала букетики и всякие подарочки.
И только после этого, то есть месяц, он в нее вкладывался и никак с ней не контактировал. То есть он не получал пока от нее обратки. Потому что она же пока его не знает. Ну как она ему может... То есть вот нарцисс, он что еще хочет? Типа пообещай, что ты любишь меня просто так. Да, чего я тебя должна любить просто так? Я тебя пока не знаю. Ну, чего я буду тебя любить? Ну, типа, в смысле? От того, что ты заплатил за мою квартиру, мне надо уже любить тебя. Вот. И после месяца они только с ним встретились, там как-то, в общем, начали контактировать, и только там потом она начала с ним встречаться. И он, ну, по сей день ей покупает всякие классные, очень дорогие подарки. И я для себя вывела еще одну. У меня есть список, у меня с каждым следующим идиотом получается новое правило в моем списке общения с мужчинами. И таким образом, как бы я повышаю свою планку, свою самооценку, наверное, свою самоценность и свою уверенность в себе. То есть теперь раньше у меня было правило, оно появилось, да, недавно, что я не иду гулять по улице, по парку, смотреть на ласточек и так далее. Я иду только, если это какое-то конкретное предложение, там, а-ля там, ужин, например, да. И вот, например, да, вот был ужин, но я теперь увидела, что это тоже не гарантия, это тоже не работает. И теперь у меня новое правило, что сначала мужчина вкладывается, а только потом я ему даю свое внимание. То есть я с ним встречусь только после того, как он что-то, ну, что-то мне дал. Как-то в меня вложилось. Ну, например, взял и прислал мне домой там тортик с цветами. До того, как вообще меня видел, до того, как мы встретились. Только после этого я там с ним куда-то пойду. Или взял и скинул денег на карту, да. В Инстаграме с девочками, например, знакомятся. И это, конечно, зависит от девушки, от того, какая у нее энергетика, да. Но есть девчонки, которым просто сразу там видят, что она, она супер популярна, она никак ни на кого не реагирует, и поэтому у нее есть там карта, например, закреплена, да, там в инсте, в шапке. И ей просто сразу скидывают там 20 тысяч или 40 там, или 60. И тогда она такая, ой, она тогда уже этого человека выделила, обратила на него внимание. Потому что там по 100 рублей ей все могут скинуть, а тут оп, и такая сумма. И вот я для себя вывела такое правило, что сначала мужчина что-то делает для меня, весомое, я не про 100 гривен на карту сейчас говорю, а после этого я только даю ему свое внимание. Потому что, к сожалению, из-за уже заговариваюсь, из-за дефицита внимания в детстве у многих девочек есть вот эта фишка, что типа мне цветочек один подарили, мне только дверь открыли, покормил меня кто-то, просто вот ужином покормил, и все, я думаю, что это уже любовь. А это не любовь, это ничего такого, это просто обычная вежливость. Это, блин, это просто обычные человеческие нормальные отношения, это ни о чем. А вот когда тебе скинули 20, 40, 50 тысяч на карту, тут уже, наверное, можно чуть-чуть обратить внимание на этого человека. И поэтому всем девочкам хочу пожелать ценности себя, мудрости и высокой самооценки, самоуважения, чтобы не попадаться на вот эти все крючки, на вот эту всю мелочевочку. Особенно, ну, я же не знаю, какого мужчину вы хотите. Если вас устраивает слесарь, который будет приносить домой зарплату, ужинать и лежать на диване смотреть телевизор, то, возможно, вам это окей. Просто, ну, мне это не окей. Поэтому я хочу другого, и я уже знаю, чего я хочу, я уже понимаю, чего я хочу. И на меньшее я не хочу соглашаться. Поэтому вот я для себя вывожу вот эти новые правила. И теперь вот новое правило у меня вот такое. И, кстати, на следующий день он опять приходил и опять тарабанил мне в дверь, причем я спала еще. Я просто от этого я проснулась от того, что просто кто-то тарабанит в дверь, наверное, минут 20-30. И я такая лежу и думаю, боже, это ж позвонить консьержу, я ж еще сонная, даже сейчас даже объяснить, блин, не смогу. Думаю, ну ты вообще здоровый человек? Воскресенье, люди спят, ну, кто-то спит, кто не спит, люди дома занимаются своими делами, ты пришел, тарабанишь же дверь. Ну, как бы уважение к другим людям нужно иметь. В общем, но эти люди, они не чувствуют вообще ничего.
Еще один вот такой звоночек, который сразу я обратила внимание на него. Это то, как он общался с официантами, ну, вообще с персоналом. А, Он с ними общался какими-то обрывками фраз и типа: "Дай мне это, принеси мне то". И еще таким тоном очень таким резким, агрессивным, я бы сказала даже. Я когда это увидела, я говорю: "А почему ты так с официантами разговариваешь? Они ж тебе ничего, ну, типа, они же не собаки, но они тоже люди, которые тебя обслуживают. Почему им не улыбнуться, вежливо не попросить там сок или что ты там хочешь?" А он говорит: "А я думал, это типа нормально, просто экономлю время, поэтому кратко говорю". Я говорю: "Ну, людям будет приятно, если ты им улыбнешься и вежливо, спокойно скажешь, а не типа: "Быстро мне сок". Ну, и вот, то есть он даже не задумался о том, какие чувства в других людях вызывают его слова. И я не о том, что надо, да, я, например, немножко чрезмерно думаю о том, что чувствуют другие, а что подумают другие, а как другие ко мне отнесутся там, да, а у него наоборот, да, вот эта закрытость. Но хоть немножко но мы же живем в социуме, мы не можем совсем не думать о том, как бы, как мы общаемся с людьми. Можно, конечно, зайти в ресторан и сказать: "Все на колени передо мной, быстро мне принесли сок", и тебя за это не арестуют. Но, как бы, я думаю, если ты хочешь, чтобы люди улыбались и были с тобой вежливые, э, я не знаю, дружелюбные, то стоит тоже это проявлять. Тем более к незнакомым людям, которые пока что еще ничего плохого тебе не сделали. Одно дело, когда тебе уже нагрубили, да, можно нагрубить в ответ. Я это поддерживаю. Но сразу грубить, если тебе еще ничего плохого не сделали, чего вдруг? И, то же самое, я заметила, что другие люди, вот когда мы приходим в какое-то место, где, ну, есть другие, ну, в общественное какое-то место, да, а, то другие люди тоже очень странно на него реагируют. И они мне, то есть когда я, например, с людьми разговариваю, они такие: Да-да-да, девушка, да-да, мы поняли там, что вы хотите, что надо". А когда он разговаривает с людьми, они на него смотрят немножко вот так, типа, типа: "Что? Что вы имели в виду?" Ну, типа, и видно вот этот вопрос у них в голове, что типа, м, с ним что-то не так. И мне несколько раз люди мне лично говорили, что лучше ты бы взяла и сама бы сказала, там, что надо, да, сама бы там написала или сказала, а то типа то, что он там что то говорил, вообще ничего не понятно, что он хочет. Он говорит: "А тут, ну, типа ты сказала, сразу понятно". И плюс, еще один момент — это все таки ну, то есть, все равно была небольшая зацикленность на внешности. Он мне сказал сразу, что типа: "Давай пойдем купим мне новый свитер, там что-то, джинсы, кроссовки". Это не помогло ему, кстати, выглядеть лучше. Я об этом тоже в "Инстаграме" говорила в моем эфире про внешность. Если хотите, перейдите, посмотрите. Ам, Дорогие джинсы, дорогие кроссовки и хороший свитер, к сожалению, не спасли ситуацию. Он всё равно выглядел как какой-то странный человек. А, Потом он захотел записаться на чистку, на пилинг, на ботокс. Ну, так как мне как бы, это ж не мой муж, но как бы мне без разницы, да, куда там ты ходишь. Хочешь — делай, не хочешь — не делай, как бы твое лицо, твое дело. Но насторожить вас, наверное, такое должно. Это неплохо, да, для мужчины чистка — это ок, это такая процедура по уходу, там ботокс тоже ок. Но он прям как-то, почему-то он не то что всегда это делал, он прям как-то резко захотел и прям как-то с каким-то таким немножко рвением. И меня это тоже немножко напрягло, потому что, а, типа, зачем? Тем более ты вроде как, ну, есть такие красивые мужчины, которые в принципе уделяют своей внешности внимание. Тут он вообще не уделял своей внешности внимания, а тут это. И еще один момент, который должен вас тоже, напрячь — это если мужчина, все мужчины себя расхваливают, да, но он мне прям с первого дня, прям сразу, вот как только я села к нему в машину первый раз, он мне сразу сказал, что он мне идеально подходит, что он именно тот, кого я искала. Серьезно? Я так и подумала, так еще и сказала. Типа,
Серьезно? Ты правда так думаешь? Я спросила, почему. И он мне там назвал какие-то параметры. И потом мы с ним это много раз обсуждали. И дело в том, что эти параметры, то, как он это видел, не совпадало с тем, как это видела я. Ну, то есть он говорит, вот ты же хотел, чтобы у мужчины был бизнес, машина, вот у нее есть машина, есть бизнес. Я говорю, ну извини, такая машина не подходит. Это не машина, это кусок металла, ее надо выбросить срочно. Сейчас выйду в Инстаграм, в эфир, покажу, что мы с вами тут ведем эфирчик. Да. Как раз пишу эфирчик про нарциссов для Ютуба. Если успеваете, присоединяйтесь. Или смотрите потом уже в запись. По-моему, не записалось. Вот. Плюс он говорил, у меня идеальное тело. Я как бы видела-то его в свитере и в джинсах, да, я ж, ну, как бы не лето, и нигде не было какой-то ситуации, где нужно было бы там раздеваться. Поэтому я не видела его даже в футболке, я видела его только в свитере и в джинсах постоянно. И там не было даже намека, честно говоря, на хорошую фигуру. Он просто очень худой. И все, ну, очень прям тощий. Ну, он говорит, нет, когда я раздеваюсь, я там внутри, девочки, внимание просто, я там внутри, как Джеки Чан. Вот ты видела вот у него вот эти фоточки, где он такой аж мокрый, такие вот очень популярные фоточки? Вот я прям вот там вот так, очень сомневаюсь, очень. Но оно было бы видно через одежду, все равно рельеф бы проглядывался. А там вообще не было даже намека на Джеки Чана. И когда мужчина себя расхваливает вот так, мне всегда это очень странно. Потому что мне кажется, что все-таки уверенный в себе мужчина, он не будет приходить на свидание и говорить, слушай, я альфа-самец, либо ты моя сегодня, либо до свидания, мне никто не отказывает. Но это обычно очень, очень такой знак, что не все в порядке с головой. Или же, если мужчина рассказывает, как он хорош в постели, это я тоже уже заметила, даже из собственного опыта, то, скорее всего, нет. Причем вообще нет. Вообще далеко нет. А мужчина, который, в принципе, ничего не говорит, который просто спокойно себя ведет, в принципе, вот я уже поняла параметр для себя, который я буду использовать на будущее, что адекватный, уравновешенный, уверенный в себе, который чего-то достиг. Мужчина не хочет достичь или поговорить об этом, который достиг. Он спокоен. Ну, грубо говоря, если у меня есть и машина, и квартира, и бизнес, и это, я не буду приходить в новую компанию или с новым человеком и говорить, а ты знаешь, у меня вообще-то есть и то, и то, и то. И ты очень пожалеешь, если ты меня потеряешь. Но я, скорее всего, это не буду говорить. Я, ну, приеду себе спокойно на машине на своей. Все. И вот следующий параметр, вот, который, опять же, в мой списочек, это спокойствие. То есть мужчина, который спокойно заходит, вежливо улыбается, вежливо, дружелюбно со всеми общается. Конечно, его поступки, то есть оставляет ли он чаевые, да, предлагает ли он там подвезти тебя домой. Там. Ну, в целом, мне кажется, вот дело в том, что забота, она может быть как валюта, с помощью которой покупается ваше внимание. И вот это не ок. Потому что человек, если хочет заботиться, он заботится, а не пытается вас купить этим. Понимаете, это разное, потому что это манипуляция. И мне кажется, что мужчина, он просто, наверное, просто дает тебе денег, говорит, слушай, у тебя там, наверное, есть какие-то потребности, которые, или желания, да, если у тебя все потребности закрыты, вот тебе денег, там купишь себе что-то. И я просто это знаю в том числе, то есть я знаю пример таких отношений, где действительно мужчина просто там после свидания просто дал денег девушке, ну, какую-то хорошую сумму, и она там, если ей надо заплатить за коммуналку, она заплатила за коммуналку, а если у нее за коммуналку заплачено, она пошла и купила себе платье. Понимаете? И вот я теперь стремлюсь к этому типу поведения мужчин, к этому типу отношений. Ну что, давайте будем заканчивать эту увлекательную беседу. Целый час я была с вами. Я очень надеюсь, что в хорошем качестве записался звук
видео. Свет сегодня хороший, поэтому видео очень хорошее получилось. Оставляйте свои комментарии. Были ли у вас такие отношения? Попадались ли вам такие заботливые парни? И чем это закончилось? Как вы себя чувствовали от этой заботы? Основной параметр, то, на что мы опираемся, это то, как я себя чувствую, когда человек ко мне проявляется вот так. И вот меня почему-то от этой всей заботы почему-то безумно коробило, я испытывала какое-то раздражение, тяжесть и еще кучу негативных эмоций. Меня это напрягало, я не могла понять, почему поступки вроде хорошие, но чувствую я себя плохо после них. Ну вот, я поняла почему, потому что это просто была манипуляция. Просто у человека был какой-то... у него, кстати, очень быстро деньги закончились такими темпами за месяц где-то. И я ему говорю, ты же хотел жениться, семью, у тебя даже на месяц денег не хватило. Как же, дети, это же очень затратно, скажем так, да? Как же ты детей будешь-то обеспечивать? И поэтому, когда я поняла, что он как бы даже не способен обеспечивать какие-то базовые потребности девушки, ну, то есть вот свои он может, а девушку не может. Поэтому, соответственно, а что бы он делал дальше? Поэтому не спите с мужчинами сразу, дайте им возможность поухаживать за вами, вы, по крайней мере, увидите, насколько его хватит, потому что семейная жизнь – это же не неделя, не 2 недели, а дальше справляйся как хочешь. Дайте ему месяца 3 хотя бы, за 3 месяца как бы у человека либо закончатся деньги, либо он, если они закончатся, он начнет их зарабатывать, потому что в этом случае он, например, не начал зарабатывать, он начал мне говорить, что типа давай как-то будем поскромнее, давай будем просто сидеть у тебя дома пить чай, и как бы мне это вообще стало очень сильно не нравиться, потому что я не люблю, когда у меня дома сидят и пьют чай люди, знакомые, ну, мало знакомые, скажем так, да. А, и я думаю, окей, типа, и как дальше? И он не пошел, ничего-то не нашел, не подработал, хотя можно было пойти пару тысяч подзаработать, чтобы по кафешкам ходить. А, вот, и он какие-то очень странные фразы говорил: боже, ты мне так помогаешь, я не пойму, почему ты не хочешь это делать дальше. То есть он прям так и сказал. Помогаешь в смысле психологически. Потому что я не хочу никого спасать. Тем более, зачем мне это делать еще и бесплатно? Да? Вот, поэтому, девчонки, делитесь своими историями. У меня тут эфирчик для Ютуба. Переходите, либо же посмотрите потом в записи. Да что такое, Инстаграм не работает? Ладно, обойдемся без Инстаграма. Вот, пишите свои истории и знайте себе цену. Обращайте внимание, будьте осторожны, потому что даже если мужчина делает поступки, тратит на вас деньги, иногда это манипуляция, а не любовь. Ну, или нехорошее даже к вам отношение. Вот, всех обняла, всех целую-целую. Давайте, пока-пока. С вами была Венера.